Всем привет, наш новый влог и к последним событиям. Короче, мы на этой неделе уже были на первом занятии испанского, в школе испанского, естественно. Вот, что хочу сказать, какие первые эмоции. Вообще ни хера не понятно, вот просто ноль. Мы выучили только буквально там пару фраз, типа «Меня зовут Настя, я из России», и на этом все. Занятие длилось 2 часа, за эти 2 часа вот что мы выучили. Что хочу сказать еще. Занятия проводятся на английском языке. Так, вот так вот. Вот. И так как я сейчас учу английский, еще помимо испанского, который только вот начала учить. Мелисса, почему, когда я снимаю видео, ты всегда приходишь поорать? Спасибо большое. Так вот, короче, занятия проводят на английском языке. Дополнительно я учу английский. Английский я учу просто потому, что мне нравится. Мне нравилось заниматься с этим преподавателем. Все было классно, просто супер. И я решила возобновить занятия. Уже, по-моему, 10 раз это рассказывала. Вот. И поэтому мне намного проще, чем если бы я вообще не знала английский, даже каких-то базовых слов, если бы я не продолжила заниматься. Поэтому я считаю, что 2 языка учить одновременно можно, но сложно. Вот, что дальше? Мы забрали наши документы от переводчика, так как мы здесь подаем документы на вид на жительство, наши документы должны были перевести на испанский язык. Мы получили уже перевод, заверили в коллегии переводчиков, и теперь будем заниматься дальше этими бумажными делами. Еще хотелось бы внести такую ложку дегтя в банку с медом. Вот, короче, сейчас будет антиреклама магазина All Time в России, потому что месяца, наверное, 2 или 3 назад Игорь купил себе там часы. Часы не из дешевых, очень дорогие. Вот, они все новые, классные, хорошо работали, но в один прекрасный момент он просто их заводил, крутил по часовой стрелке, как полагается, это очень важный момент, что все было правильно сделано, и просто стрелки перестали крутиться, часы перестали идти. Понести их в ремонт в Аргентине, это значит, что, скорее всего, их доломают еще больше, потому что, так как мы здесь не местные, мы находимся здесь всего месяц, найти хорошего мастера очень сложно. Я спрашивала по чатам, могут ли мне кого-нибудь порекомендовать. Естественно, никто с этим тогда здесь не сталкивался. Вот, и просто мы по Google картам нашли мастера, который чинит часы. Игорь их туда отвез, оставил. Мастер сказал, что ему нужно будет найти деталь. Он сказал, что, возможно, ее даже будет невозможно найти не то, что в Буэнос-Айресе, а вообще во всей в Аргентине, потому что часы очень дорогие и механизм очень сложный, поэтому это будет не так уж просто. Но мы решили рискнуть, оставили ему аванс, и через несколько дней мастер пишет, что можете приезжать забирать часы. Мы поехали вчера. Да, мы вчера поехали за часами, и что выяснилось? Оказывается, что эти часы уже вскрывались. То есть магазин продал нам не новые часы, а часы, либо они были в использовании, их кто-то вернул обратно в магазин, там, не знаю, по гарантии или как. Их отремонтировали и продали как новые по полной цене. Вы что, там охренели, что ли? Часы стоят не 3 копейки, у них нормальная цена, они очень дорогие. Почему такое отношение? Почему их продали по полной цене? Как будто бы они новые, их скрывали и их ремонтировали. Что за прикол? Это просто капец какой-то. Если честно, ситуация очень неприятная. Я хочу просто написать во всех Яндекс отзывах про этот магазин с часами, чтобы они там хоть чуть-чуть зашевелились, потому что, ну что это такое? Ты покупаешь новые часы, а оказывается, что кто-то их юзал, носил, потом там поменяли механизм и продали как новые. Что за прикол? Так можно вообще делать? Так, ладно, все. Немножечко выдохнула, рассказала вам. Сегодня хочу вам показать обзор аптеки, который так просил мой друг Паша. Поэтому, Паша, этот обзор специально для тебя. Спецэффекты. Еще хотела сказать пару слов про звук видео. Короче, я уже не знаю, что с этим делать. На прошлом видео вы слышали, как звучит петличка, когда я снимала этот металлический цветок. Это просто отвратительно. Такое ощущение, будто бы я говорю в трубу. Кстати, в прошлом видео должен был быть еще обзор. Ну, не обзор, а просто мы гуляли в других 2 парках. И я хотела это вставить, но так как я снимала через петличку, звук был просто отвратительнейший. Поэтому я удалила эти видео. Еще я удалила кусок, где я снимала в метро. Про метро, кстати, будет тоже история интересная.
Вот. Я хотела их отдельно озвучить через петличку, ничего не получилось. Через наушник не получается снимать, потому что он не работает как микрофон. Поэтому я буду снимать вот так, как есть. Поэтому простите, если вам сложно смотреть с таким звуком. Ну, что я могу сказать? Не смотрите, не насилуйте себя. Я ничего сделать не могу. Профессиональную камеру покупать, чтобы снимать влоги, пока нет никакого смысла. Вот, поэтому вот какой есть звук от айфона, такой и будет. Ну, уж простите, блин. Так, хочу поснимать чуть-чуть обзор с аптеки, пока меня никто не видит. Значит, так, вот так выглядит аптека. Она очень огромная. Здесь, допустим, стенд со всякими штуками для волос, расчески, всякие штучки. Кстати, хочу кое-что себе взять отсюда. Также продаются кисточки для макияжа. Есть отдельно макияжный стенд. Здесь, ну, средства гигиены, это понятно. Так, дальше здесь, ну, памперсы для детей, штучки всякие. Также здесь еда для детей, тоже большой отдел для детей достаточно. Так, здесь тоже детский отдел. Здесь всякие тонометры, как у нас, в принципе. Здесь что у нас? Лейкопластыри, всякие штуки. Вот. А вот здесь находится сама аптека, где вы можете взять лекарства, которые вам нужны. Так, чуть-чуть отвлеклась. Так, значит, здесь вы берете лекарства и идете на кассу, уже оплачиваете. То есть это здесь происходит совсем не так, как у нас. Так, здесь что? Здесь всякие мыла, гели для душа, дезодоранты женские, мужские, всякие штучки для волос. Очень большие стенды шампуней, очень много. Так, здесь также вот косметика. Косметика для лица. Косметика, да, крема, маски, бальзамы, лаки для волос. Вот здесь вот стенд просто с косметикой, например, всякие праймеры, штучки. Так, я там кое-что уронила и, извините, отвлеклась. Также здесь есть очень много спортивного питания. Так, здесь также гели для душа, шампуни. В общем, аптека очень большая, и здесь очень-очень много разных товаров. Также хотела показать, что здесь продается техника, типа вот фены, утюжки, выпрямители, какие-то триммеры, всякие штучки и вот такие товары. Это типа канцелярия, всякие наклейки, блокноты, штучки для животных, поводки продаются, наушники, зарядки, вот такие вот штучки для полета, всякие сумочки, пакетики, маски. И вот тут тоже такие баночки для дома, вот, вешалки и вот какие-то прикольные крючочки тут есть. Вот такой вот вам сняла чуть-чуть обзор. И, вот еще правильное питание и корсеты всякие. Так что вот такой вот обзор получился. Так, всем привет, у нас сегодня новый день, и мы сегодня были в кино. Мы ходили на «Стражи Галактики», и, короче, что вам хочу сказать, фильм шел на английском, с испанскими субтитрами. На самом деле было вообще все понятно, все классно, фильм понравился, полфильма проплакала, полфильма просмеялась, поэтому если у вас есть возможность его посмотреть, то я вам очень его посоветую. Что хотела сказать по поводу кинотеатра. Значит, когда мы туда пришли, я ставлю кусочек видео, надеюсь, у меня это получится сделать. Значит, есть стойка, где можно самим купить билеты и оплатить карточкой. Ну, так как карточки у нас нет, нам пришлось постоять в очереди. Мы покупаем билет, выбираем место, все как обычно, и берем попкорн. Но попкорн вам на кассе никто не отдает. Вам дают 2 билета на ваши места, на ваш сеанс. И дают маленький билетик, с которым вы идете, уже спускаетесь там, где залы находятся, опять становитесь в очередь, стоите в очереди, отдаете вот эту бумажечку, на которой у вас там на чеке будет написано, что вы выбрали из того, что вы хотите поесть на сеансе. Вот, и вы это там забираете. Это так, странно, типа, сразу ничего не дают, нужно еще куда-то пойти, еще в очереди постоять. Я уже говорила, что аргентинцы здесь вообще очень любят стоять. Что у меня опять с волосами? Что они очень любят здесь стоять в очередях. Вот, это тому подтверждение, пожалуйста. Кинотеатр сам выглядит обычно. Обычный зал, обычные сиденья. Кстати, мне показалось, что места намного больше, чем в наших залах. Хотя, я была только в Ростове в кино, как в остальных, я не знаю. Вот. Поэтому мне показалось, что они немножко побольше, чем обычные. И да, мне очень понравилось. И да, смотреть на английском фильм, надеюсь, вам вообще слышно что-то, оказалось не так уж и страшно, как было на самом деле, потому что
практически, наверное, 50% я понимала. Единственное, что было не очень понятно, это когда шутят. Потому что, ну, шутки, понятное дело, что нужно переводить на свой язык, чтобы было понятнее. Но в целом, когда ты видишь картинку и понимаешь, что происходит, уже как бы, как сказать, воспринимается сюжет по-другому, и все становится понятно. Еще мы хотели зайти погулять на кладбище. Да, звучит странно, но мы хотели зайти погулять на кладбище, оно здесь очень красивое, но оплата была только карточка, я повторюсь, карточки банковской у нас здесь нет, и белорусской карточки тоже с собой не было, чтобы оплатить вход, поэтому мы купим онлайн билеты и обязательно сходим на кладбище, я вам покажу, как там круто. Это вообще не то, о чем вы, наверное, думаете, деревянные кресты и прочее. Это очень атмосферное место, и если вы здесь будете, его просто обязательно нужно посетить. Вот. А сейчас мы, естественно, пришли поесть, куда мы еще можем ходить здесь, поэтому жду свой хот-дог и буду отдыхать, переваривать фильм. Всем привет! У нас новый день, и мы пришли погулять в такое интересное место. Это место называется кладбище Реколета. На этом кладбище уже вроде бы, да, не хоронят людей, но сюда можно прийти и погулять, посмотреть, как выглядят старинные склепы, потому что здесь реально красиво. На самом деле, я думала, здесь будет классно и интересно. Здесь классно и интересно, но больше здесь жутко, поэтому предлагаю вам посмотреть самим. Вот так выглядят склепы здесь. Не очень старые. Мы взяли программку, по которой можно смотреть, что где находится. Можно прям, знаете, заглянуть вот так вовнутрь. Но здесь не видно ничего. Вот, например, посмотрите. Это урны, скорее всего, с прахом. Выглядит это все достаточно жутко. Игорь даже не хочет здесь уже больше находиться. Он хочет уйти побыстрее, но я хочу все-таки вам заснять и показать, как здесь все выглядит. Мы хотели прийти еще сюда, но здесь вход можно оплатить только банковской карточкой, которой у нас с собой не было. Здесь вот такие просто как улочки, не знаю, как это назвать правильно, вот, где расположены все вот эти склепы. Они, серьезно, они очень красивые. Такое прям очень крутое место, но одновременно жуткое. Есть прям практически разрушенные склепы, в которые можно, ну, вот так вот посмотреть, но это не разрушенный. Есть, за которыми видно, что ухаживают, что приходят, наверное, либо какие-то городские службы, либо родственники тех людей, которые здесь, вот, и ухаживают за этими склепами. А есть прям достаточно такие разрушенные. Есть прям разрушенные гробы стоят, через которые прям все видно, если вы понимаете. Так, вот, посмотрите. Да, такое место жутковатое, куда только один раз, наверное, сходишь, и все. Больше здесь находиться не хочется. Такая не очень неприятная атмосфера, если честно. Но вот есть такие маленькие окошки, через которые можно позаглядывать, посмотреть. О, здесь прям вообще очень круто. Вот там вот разрушено. Я сейчас хочу подойти вам, поснимать, чуть-чуть показать. Видите, здесь, скорее всего, выбито окно. И, ну, вот за вот этим склепом, видимо, никто не ухаживает, не смотрит, поэтому выглядит он вот так. Да. Есть вот такие склепы. Это, наверное, как, ну, ящики, наверное, я не знаю, как правильно это назвать. Да, где-то разбиты плиты, куски вывалены, закрыты вот какой-то деревяшкой. Здесь вообще что-то разлито. Здесь прям вот так видно, гроб стоит. Такое зрелище себе, знаете. Но зато, посмотрите, эти здания, ну, просто такое-то, просто искусство. Мы здесь уже гуляем, наверное, минут 20. И, если честно, прям, да, такое. Хочется уйти, знаете. Но я хочу, чтобы вы тоже посмотрели на это все. Надеюсь, памяти на телефоне хватит, чтобы я еще поснимала, немножечко показала. Ой, вот здесь очень красиво. Такое достаточно прям атмосферное место. И атмосфера здесь, знаете, не из приятных. После этого хочется куда-то, наверное, сходить, отдохнуть после такого места. Ой, ну это просто потрясающе здесь.
Ой, Игорь, посмотри, какое здание красивое. Сейчас туда заглянем. Сейчас мы еще заглянем вот сюда. Ой, блин, ничего не видно. Я каждого шороха, если честно, здесь пугаюсь, потому что, ну, место, сами понимаете, такое жутковатое. Там вот гуляют туристы. Мы хотели вчера попасть. Вчера здесь было очень много людей, было очень много туристов. А сегодня понедельник, и людей гораздо меньше. В разы, наверное. Что там? Что страшное? Так. Есть, которые вот так попроще выглядят, склепы. Есть, которые прям с какой-то лепниной. Такие все, вот видите, из металла, что-то, какие-то конструкции сделаны. Вообще можно было, конечно, наверное, взять с собой экскурсовода, но не знаю, толку от этого было бы мало, наверное, с моим английским. Только экскурсии слушать. Ой, у меня уже затекла рука немножко. Да. Там вот тоже, по-моему, люди где-то с экскурсией ходят. О. И сегодня достаточно, кстати, тепло. Можно прям походить здесь, погулять. Но не то место, конечно, по которому хочется каждый день возвращаться и гулять здесь. Интересно, конечно, что практически вот в каждый склеп можно вот так заглянуть через окошко, и просто стоят, господи, гробы, ничем не прикрытые, ничего не закрыто, то есть любой может зайти и заглянуть. В некоторых склепах, как, например, вот в этом, здесь гроб не стоит, его не видно, они вот там внизу, то есть туда есть лестница, можно спуститься туда. Ну, как можно, наверное, тем, кто работает здесь, и семье, которой принадлежит этот склеп, туда можно, наверное, спуститься. Ну, честно, я даже не знаю, зачем туда спускаться, лишь бы, наверное, чтобы просто отреставрировать или как-то починить, если там что-то не так, потому что многие прям видно здесь разрушенные временем. Очень старые здесь есть захоронения, 1700 какого-то года, прям такие достаточно древние. Вот там вот какое-то большое здание есть, сейчас мы пойдем туда посмотрим, что там. Надеюсь, вам не жутко смотреть, потому что хочу вам все показать, как это выглядит. Столько паутины. Игорь уже просто идет и сам уже синего цвета, потому что он хочет отсюда уйти. Ну да, жутко, но это же интересно. Это же считается туристическим таким местом, достопримечательностью, в которое можно прийти, посмотреть. Ну, почему бы, собственно, и нет, если это доступно. И к тому же, знаете, не в каждом городе, не в каждой стране есть такие места, в которые вот так можно прийти, и где это считается достопримечательностью местной. Ой, вот это, посмотрите, как красиво. Вообще. Да, нам, конечно, повезло, что здесь сегодня практически нет людей, и в кадр, ни в камеру никто не попадает. Ой, как красиво. Здесь, наверное, идет реставрация какая-то. Ну, посмотрите. Просто. Так, и здесь, наверное, какой-то значимый для Аргентины человек. Или я не знаю, потому что это какой-то самый большой такой склеп. И с вот такими людьми. Наверное, это какой-то военный. Не знаю. И вот здесь вот в этой части кладбища вот такие очень красивые и большие Томас Девота. Да, здесь, кстати, есть такая улица. Мы много видели здесь названия семей, фамилий семей, в честь которых названы здесь улицы. Мы слышали. Я очень надеюсь, что вам
Нравится на это смотреть. Ну, может быть, не нравится, но, по крайней мере, интересно, потому что это реально интересно, а вживую это выглядит просто потрясающе. Так, я, наверное, будем закругляться, потому что Игоря уже, походу, тошнит от этой прогулки. Вот, очень много фотографий выставлю в Инстаграм, вот, поэтому можете там посмотреть. Так что, надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя прогулка по вот такому вот месту. Так, мы продолжаем свое путешествие по городу. Держи, Игорь, телефон. И мы приехали в парк озер, да, он так называется, парк озер, покататься на катамаранчике. Сейчас покажу, как парк тут выглядит. Вот, вид с воды, пожалуйста, катамаранчики с этой стороны вот тоже. И вот просто наша машина. И какие-то птицы тут орут опять. Вот. В общем, нагулялись мы на кладбище. И, честно, после такой прогулки на кладбище нужно как-то релакс поймать где-нибудь. Еще летают самолеты, где-то рядом взлетают вертолеты. Я очень надеюсь, что там что-то слышно за скрипом еще этой штуки. Герь, посмотри, там снимается. Так, о чем хотела поговорить. Пока мы шли в парк, обсуждали такую тему, что русские за границей пытаются выглядеть, как будто бы они не русские. Уже сколько раз мы сталкивались, когда мы идем по улице, разговариваем, ну, естественно, на русском, и навстречу нам идет какая-нибудь компания или пара, и они тоже нас слышат, что мы говорим по-русски, они понимают, что мы русские, и у них тоже был какой-то диалог, и они в моменте просто замолкают и молча проходят мимо нас, делая вид, что вы не русские, или что... Я не понимаю, зачем это делать. Игорь говорит, возможно, просто русские все такие закрытые люди, и не хотят тоже за границей открываться, как-то с кем-то знакомиться, разговаривать, но ведь когда вы идете по улице, вряд ли вы кому-то подойдете и начнете разговор только потому, что они говорят на вашем языке. Боже, здесь маленькие уточки, посмотрите. Вот они, моллюски. Гляньте, какие маленькие. Сейчас они подплывут сюда. О, Господи. Привет. О, она привела своих деток показать нам. Привет. Они меня цапнули, Игорь. Все. Чао, амигос. Так, продолжу, значит, тему. Я просто думаю, что русские люди за границей хотят выглядеть, как будто бы они не русские, чтобы я не знаю для чего. Вот вы мне расскажите, если вы знаете, для чего они это делают. Потому что мы, допустим, если мы идем по улице, мы общаемся, разговариваем, мы никогда не прекратим свою беседу, если мы понимаем, что идет русский. А понять, что идет русский, здесь намного проще, потому что по двум причинам. Во-первых, это лицо, которое всегда без улыбки и несчастное даже за границей. Ну, у нас оно такое же, потому что мы привыкли с таким лицом ходить. И еще одна отличительная черта — это то, что... я надеюсь, там солнце не это самое. Еще одна такая отличительная черта — это то, что когда идут навстречу русские, они обсматривают тебя с ног до головы. Просто вот вглядываясь в твою обувь, носки, там, лосины, во что ты одет. А я вообще снимаю на какую камеру? 1.25. Так вот, повторюсь, начинаю, значит, понять, что идет перед тобой русский, очень легко. Либо это понятно по лицу недовольному, либо это понятно, потому что они начинают тебя обсматривать просто с ног до головы. Начинают кроссовки, носки, лосины. И вот дальше поехал сканер, просто тебя сканирует всего, опять же, с вот таким вот прискорбным лицом. И сразу понятно, что, ну, значит, это наши идут, все понятно. И, естественно, они не будут говорить на русском. Короче, не знаю, меня очень триггерит эта тема, почему они так ведут себя, мы так ведем себя за границей, я не знаю. Если у вас есть там какое-то логическое объяснение, пожалуйста, напишите мне, возможно, вы знаете, для чего это делается, потому что никто с вами знакомиться на улице не собирается подходить, даже если мы слышим русскую речь, никто не собирается, мне кажется, ну, адекватные люди заводить знакомства, просто идя по улице, обсуждать какие-то свои темы, по пути в магазин, типа, искать друзей себе. Ну, это странно так делать, и если вы думаете, что люди не понимают, что сейчас произошло, да, там, что вы шли, говорили на русском и резко замолчали, все вокруг все понимают и думают просто, что вы странные. Вот и все, что о вас думают. Не думают о том, что вы иностранцы, какие-то американцы или канадцы, которые сюда приехали. Просто думают, что вы русские, которые пытаются казаться тем, кем они не являются. Вот и все.
Вот так вот обосрала просто всех людей. И все. Ну, еще раз покажу вам парк. Ой, потрясающее место, очень красивое. Тут еще одна птичка. Иди сюда. Иди сюда. Я надеюсь, птичьим гриппом не заболею. Иди сюда. Не хочет. Вот здесь такие пальмочки красивенькие. И вон туда уплыли маленькие уточки. Вот, все. Так, сегодня у нас была попытка начать заниматься спортом, но она с треском провалилась, потому что мы не купили коврик и ролл специальный, на котором раскатывать мышцы. Что я на сайте нашла магазин. Да почему, когда начинают снимать, какая-нибудь ерунда едет, орет. Короче, ролик не купили, а этот, как его, матрас, на котором заниматься, не купили, забыл, как он называется. Коврик не купили, ничего не купили. Купили зато вон эти круассаны шоколадные и хлеб. Все. Больше ничего не купили. Вот. Можно, конечно, заказать на местном Озоне, типа Озон Валберес, что-то такое. Вот. Но это нужно идти, где-то оплатить. То есть не так, у нас нет карточки, нужно это оплатить в другом месте. Потом, возможно, это вообще не придет, если этого не будет товара в наличии, он не придет, и деньги где-то застрянут непонятно где, и получить мы их тоже не сможем. Короче, вот такие вот дела. И, наверное, мы будем заканчивать наш влог и прощаться с вами. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на наш канал. Влоги выходят у нас регулярно. Я пока что на это дело не забила. Еще мне интересно этим заниматься. Вот. Так, переходим быстро через дорогу. Все, спасибо всем, что посмотрели. Всех пока.